Всем привет! Вы на YouTube-канале мастер-классы от Сафроновой Татьяны, и в этом видео первая часть мастер-класса вот такого симпатичного жакетика, который я связала спицами сверху вниз на основе круглой кокетки и с азиатским ростком. Изделие полностью цельно вязаное, без швов. Жакетик вы сможете связать на любой размер. В мастер-классе есть все необходимые расчеты. Вам только будет нужно подставить свои значения. Данную модель кофты я разработала и связала специально для этого мастер-класса. Поэтому, если размещаете фото готовых работ, связанных по этому мастер-классу в соцсетях, не забывайте отмечать меня и делиться ссылками на мастер-класс. Ссылки всех последующих частей мастер-класса вы найдете в описании под видео. Также не забывайте поддержать меня лайками и комментариями, чтобы я поняла, что вам понравилась эта работа и вам интересны подобные мастер-классы. Немного расскажу о фасоне жакетика. Цельновязанные горловина, планки и манжеты связаны резинкой 1 на 1 с вытянутыми лицевыми петлями, которые далее от горловины продолжаются лицевыми дорожками по всему полотну с редкими повторяющимися добавлениями очаровательных маленьких бантиков. Низ дорожек жакетика завершила игривыми клинышками. Рукава связала с умеренными убавлениями и закончила узенькими манжетами. И вся эта изящная простота соединяется в элегантном облике жакетика. Для начала мы выполним расчет, свяжем горловину, затем продолжим вязание кокетки с прибавлениями. Далее разделим кокетку на полочки, спинку и рукава. Свяжем небольшой азиатский росток, после чего объединим петли спинки и полочек, дополнительно наберем петли подрезов и свяжем основное полотно кофточки. В завершении на спицы рукавов доберем петли от подрезов и ростка, продолжив вязание рукавов по кругу. Петли резинки манжетов закроем эластичным способом. Для вязания кофточки буду использовать бобинную пряжу. Это стопроцентная мериносовая шерсть. Вязать я буду нитью 8 сложений. К сожалению, этикетки на эту пряжу у меня нет. Поэтому скажу ориентировочный метраж – это где-то 250 метров в 100 граммах. Для вязания основного полотна кофточки буду использовать круговые спицы на тросике номер 3,5 длиной 80 сантиметров и 2 пары длиной 40 сантиметров для вязания рукавов. Для горловины и манжетов спицы номер 3. Круговые для горловины, чулочные для манжетов. Также для работы понадобятся вспомогательные инструменты, маркеры, иголка, ножницы, крючок. Для застежки пуговицы. У меня пуговицы диаметром 1,5 сантиметра, и их мне понадобится 7 штук. Одну дополнительную пуговицу всегда оставляю запасной. Связала образец спицами номер 3,5 лицевой гладью. Образец намочила в воде с температурой, при которой планирую стирать готовые изделия в дальнейшем, и высушила на полотенчике в горизонтальном положении. В 10 сантиметрах у меня получилось, я заранее посчитала, 23 петли. И теперь мы выполним расчет. Жакет я буду вязать на рост 128-130 сантиметров. Обхват шеи равен 31 сантиметру. Это в чистом измерении.
Для правильной посадки углубила вырез горловины, прибавив 3 см на свободу облегания. Получается, ширина моей горловины будет равняться 34 сантиметрам. Пряжа в 100 граммах ориентировочно 250 метров. Образец, связанный на спицах номер 3,5, которыми я буду вязать основное полотно. В 10 сантиметрах у меня 23 петли. Получается в 1 сантиметре 2,3 петли. К 34 сантиметрам обхвата шеи прибавлю 4 сантиметра на планку, то есть это по 2 сантиметра, выступающие за линию середины переда на одной планке и на другой. Всего получается 38 сантиметров. Это мерка для расчета необходимого количества петель горловины. 38 сантиметров умножаю на количество петель в 1 сантиметре 2,3 петли, получается 87,4 петли. Округляю до 87 петель и прибавляю 2 кромочные петли. Получается, всего мне нужно набрать 89 петель. Количество петель должно быть нечетным, так как изначально будем вязать резинку 1 на 1. Но 1 петля нам нужна для симметрии. Раппорт моего узора после провязывания горловины изначально будет равен 4 петлям, то есть 1 лицевая петля дорожки и между ними 3 изнаночные петли. Чтобы после провязывания горловины красиво распределить узорчик, я заранее посчитаю, совпадает ли полученное количество петель с дальнейшим узором. Из полученного количества петель вычитаю сразу 2 кромочные петли. На каждую планку я заложила по 8 петель. Вычитаю их также из общего количества петель. И вычитаю 3 изнаночные петли, которые необходимы для симметрии узора, то есть до первой дорожки. Остается 68 петель, и чтобы понимать, насколько раппортов узора хватит этих петель, и будут ли лишние или наоборот недостающие петли, оставшееся количество петель делю на 4, на количество петель раппорта. У меня получается ровное значение 17 раппортов, то есть на моей кофточке изначально будет 17 лицевых дорожек узора. Я для наглядности расчертила 17 дорожек, состоящих из одной петли, и между ними по 3 изнаночные петли. Если у вас получается неровное значение для раппортов, то вам нужно сразу добавить или убавить петли, рассчитанные для наборного ряда. Обращаю ваше внимание также на то, что количество дорожек должно быть нечетным. Если вы будете вязать с узорчиком бантики, то они должны располагаться симметрично от застежки, а для этого нужно, чтобы количество дорожек было нечетным. Поэтому, если вы вяжете на другой размер или пряжи с другим метражом, то обязательно учитывайте этот момент. Оставляю хвостик нити примерно 1,10 м и на спице номер 3 обычным способом набираю свои 89 петель. Набрала, вытаскиваю вторую спицу. Вот этот ряд, где расположена косичка, будет у меня лицевым. Поэтому на противоположной стороне буду вязать по узорчику изнаночного ряда. Кромочную петлю в начале ряда всегда снимаем не провязанной. Первую петельку провязываю лицевой за переднюю стенку. Вторую петлю снимаю не провязанной. Нить перед петлей. И далее повторяем.
лицевая, следующую снимаю не провязанной нить перед петлей, лицевая, следующую снимаю не провязанной нить перед петлей, лицевая, следующую снимаю нить перед петлей и так далее. Лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. И так продолжаю до конца ряда. Заканчиваю ряд. Снимаю петельку, последняя петля лицевая, как и в начале ряда. Кромочную петлю в конце ряда всегда будем провязывать изнаночной. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Кромочную петлю снимаю не провязывая. Все лицевые ряды будем вязать по рисунку. На лицевой стороне первая петля теперь изнаночная. И чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Лицевые петли получаются вытянутыми и объемными. И так далее. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Продолжаем до конца ряда. И заканчиваем лицевой ряд изнаночной петлей, как и в начале ряда. Кромочная, изнаночной. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и повторяем вязание по первому ряду со снятыми петлями. Кромочную снимаю, первая лицевая, уже провязываю ее за заднюю стенку. Какой стенкой развернуты петли зависит от того, каким способом вы их провязываете, бабушкиным или классическим. Я вяжу бабушкиным способом. Изнаночную снимаю не провязывая, нить перед петлей. Лицевая, изнаночную снимаю. Лицевая, изнаночную снимаю. Лицевая, изнаночную снимаю. Лицевая. Продолжаем самостоятельно. Изнаночный ряд заканчивается лицевой петлей и кромочная, изнаночная. Довязываем. И по лицевой стороне опять провязываем все петли по рисунку. Кромочную сняла, не провязывая. Начинается ряд с изнаночной и чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Итак, я довязываю 1, 2, 3 лицевой ряд. И здесь я оставила петли планки, на которые я сделаю первое отверстие для пуговицы. Петли под пуговицы у девочек расположены с правой стороны. Планка у меня, как я уже говорила, будет состоять из 8 петель. И петельку для пуговицы я расположу по центру, оставляя по 2 лицевые дорожки с каждой стороны планки. Вяжем лицевая, изнаночная. Следующую лицевую петельку разверну, чтобы она лежала задней стенкой, то есть по направлению влево. Изнаночную петельку тоже разворачиваю задней стенкой. Обе петли развернуты влево. Провязываю их вместе за задние стенки. Делаю накид и довязываю ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночной. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, кромочную снимаю, лицевая, изнаночную снимаю, не провязывая, лицевая, изнаночную снимаю и накид провязываю лицевой так, чтобы образовывалась дырочка. И далее опять изнаночная, снимаю, не провязывая, нить перед петлей. Лицевая, изнаночную снимаю, продолжаем. Пуговицы у меня небольшие, поэтому будет вполне достаточно такого отверстия.
Я сейчас провяжу еще несколько рядов и сразу проверю, как будет проходить пуговичка через оставленное отверстие. Итак, связала 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых рядов. С лицевой стороны на горловинке 6 вытянутых петель. Проверяю проходимость пуговицы. Лучше будет, если пуговица проходит слегка туговато, так как впоследствии при носке петли еще немного растягиваются, и этот факт нужно обязательно учитывать. Закончила вязание горловины лицевым рядом и, начиная с изнаночного ряда, перейду на вязание основного узора кофточки спицами 3,5. Петли планки буду продолжать тем же узором, резинкой 1 на 1 с вытянутыми лицевыми петлями. Можно эти 8 петель отделить от основного полотна маркером, чтобы не путаться, особенно начинающим. Я повешу для наглядности. С одной стороны и с другой стороны. 1, 2, 3, 4, по 2, 8. Это петли планки. Итак, начинаю вязать основным узором по изнаночной стороне и перехожу на спицы номер 3,5. Кромочную снимаю. Вяжу петли планки без изменений. Лицевая, изнаночную снимаю. Лицевая, изнаночную снимаю. Лицевая, изнаночную снимаю. Лицевая, изнаночную снимаю. Перебрасываю маркер. И по узору после петель планки 3 изнаночные петли, потом лицевая. Но так как мы вяжем на изнаночной стороне, то изнаночные петли будут лицевыми. Итак, вяжу 1. Обращаем внимание, что лицевые и изнаночные петли лежат разными стенками. 2, 3. Далее 1 петля дорожки из вытянутых лицевых петель. По изнаночной стороне снимаю, не провязывая, нить перед петлей. Опять 3 лицевые петли. Лицевые петли резинки провязываем за задние стенки, изнаночные петли резинки за передние стенки. 1, 2, 3, 4 изнаночная снятая и так далее. 1, 2, 3 лицевые петли, 4 изнаночная снимаю, не провязывая. 1, 2, 3 лицевые петли, 4 изнаночная снимаю, не провязывая. Довязываем, в конце ряда свяжем вместе. Завершаю ряд. Сняла последнюю 17-ю петлю дорожки из вытянутых петель и остается до планки 3 петли, которые также вяжем лицевыми. 1, 2, 3 и петли планки. Изнаночную снимаю, 1, лицевая 2, повторяем 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочной изнаночной. И по лицевой стороне свяжем по запланированному узору. Кромочную снимаю. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Маркер можно убрать. Узорчик уже будет видно. Вяжем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. И 1 лицевая петля дорожки. 3 изнаночные.
1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая. По лицевой стороне все петли по рисунку. Вот лицевые дорожки уже четко обозначены между 3 изнаночных. Довязываем этот ряд и повторю еще раз 2 этих ряда. По изнаночной стороне после петель планки вяжем 3 лицевые петли и изнаночную снимаем, не провязывая. Итак, после перехода на узорчик я провязала 1, 2, 3, 4 ряда. Лицевых у меня провязано 2 ряда. И теперь по изнаночной стороне буду делать прибавки. Петли буду добавлять в изнаночных дорожках. Сделаем небольшое отступление, так как хочу сразу рассказать про прибавки, как и через сколько рядов я их буду делать. Для себя я рассчитала оптимальную частоту прибавок, так как мне не нужна слишком широкая кокетка, жакет будет связан по фигуре, а не как стандартный свитер или джемпер свободного силуэта. После того, как я перешла на узорчик, провязала 4 ряда, делаю первую прибавку. Вторую прибавку выполню через 10 рядов, третью через 12 рядов, четвертую через 14 рядов, пятую, если понадобится, через 16 рядов. Кто вяжет на больший размер или пряжи с меньшим метражом, далее через 18 рядов, 20 рядов и так далее. Сейчас между дорожками у меня 3 петли. После первой прибавки будет 5 петель, после второй 7 петель, после третьей 9 петель, после четвертой 11 петель и так далее. Вяжу петли планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот у нас 3 лицевые петли изнаночной дорожки. В этом прибавочном ряду выполню прибавки по краям, возле дорожек со снятыми петлями. Провязывать прибавки буду из протяжек лицевыми скрещенными. Поднимаю ниточку протяжки, провязываю лицевой скрещенной. Провязываю 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Перед изнаночной снимаемой вновь поднимаю ниточку протяжки, провязываю лицевой скрещенной. Вяжем скрещенной, чтобы не образовывалось дырочки. Петлю лицевой дорожки снимаю, не провязывая. Я прибавки делаю с каждой стороны от лицевой дорожки из вытянутых петель. Если вам тяжело провязывать в этих местах, потому что ниточка протяжки может лежать и провязываться весьма туго, тогда делайте прибавки, отступив 1 петлю от дорожки. То есть не довязывая 1 петлю до дорожки и после провязывания 1 петли после дорожки из вытянутых петель. И далее, когда образуется 5 петель, можно делать прибавки либо в этих местах ближе к центру, либо в этих ближе к лицевым дорожкам. Я продолжаю делать сразу после снятой петли. Поднимаю ниточку протяжки, провязываю лицевой скрещенной. Уже заметно туговато. В последующих прибавочных рядах буду отступать от дорожки с вытянутыми петлями. Продолжаю. 1, 2, 3. Поднимаю ниточку, провязываю лицевой скрещенной. Снимаю изнаночную, поднимаю ниточку протяжки. Если у вас слишком натянута ниточка, лучше провяжите 1 петлю и потом выполните прибавку. Вяжу скрещенной.
1, 2, 3 лицевые петли, лицевая скрещенная из протяжки, изнаночную снимаю и опять лицевая скрещенная из протяжки. И так далее. Делаем прибавки с каждой стороны от дорожки из вытянутых петель. Было 3 изнаночные петли, образовывается 5 изнаночных петель. Вяжем самостоятельно, встретимся в конце ряда. Довязываю ряд. Остается одна дорожка из вытянутых петель перед планкой. Делаю прибавку перед снимаемой изнаночной петлей. Провязываю лицевую скрещенную из протяжки. Изнаночную снимаю. Провязываю еще одну лицевую скрещенную из протяжки. Далее 3 лицевые петли. 1, 2, 3. И перед петлями планки также провязываю лицевую скрещенную из протяжки. И 8 петель планки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочной, изнаночной. Разворачиваемся на лицевую сторону, кромочную снимаю, провязываю все петли по рисунку. 8 петель планки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая петля дорожки. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 1 лицевая петля дорожки. И так далее. Между лицевыми дорожками по 5 изнаночных петель. Довязываем до конца ряда и со следующего ряда начнем вязать узорчик бантики. Довязала лицевой ряд и теперь приступим к формированию бантиков. Первый бантик расположу, отступив одну лицевую дорожку от планки, то есть во второй дорожке. И далее буду провязывать через одну дорожку. По всему полотну бантики будут расположены в шахматном порядке, то есть когда я провяжу после формирования первых бантиков определенное количество рядов, то расположу их уже на соседних дорожках. Итак, по изнаночной стороне провязала петли планки, довязала до первой дорожки из вытянутых петель, снимаю петлю дорожки, не провязывая, вяжу лицевые. 1, 2, 3. И вот на этих 5 петлях будет расположен бантик. Первые бантики от горловины у меня будут немного крупнее, все остальные буду формировать на 3 петлях. Вы можете сравнить размеры и для себя определиться, какие бантики вам больше нравятся.
Ниточку оставляю за работой и снимаю на правую спицу 5 петель. Можно, чтобы ниточка не затягивалась, слегка придерживать ее пальчиком. Снимаю 1, 2, 3, 4, 5. Можно палец убрать, расправить петли и потом уже провязать следующую петлю. Или, придерживая пальцем, чтобы нить не стягивала петли, сразу провязывать следующую петлю. И продолжить вязание. Когда мы расправляем петли на спице, ниточка не должна стягивать петли, но и не должна провисать. Петлю следующей дорожки снимаю и опять 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Придерживаю нить, снимаю. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Провязываю следующую лицевую, продолжаем вязание. Нить не стягивает петли. Петлю следующей дорожки снимаю, нить перед петлей, 3 лицевые петли. Нить за петлями, снимаю 5 петель. 3, 4, 5. И оставшиеся 3 петли. Пальчик отпускаю, расправляю петли на спице, ниточка лежит ровно. И так далее. Вяжем самостоятельно. Довязала изнаночный ряд и вяжу по лицевой стороне. Связала до петель бантика и все эти петли вяжу по рисунку. Петлю, из которой идет протянутая ниточка, можно слегка подтянуть. Обращайте внимание при провязывании, какой стенкой лежат петли, передней или задней. Провязала, ниточку слегка подтяну и продолжу вязание. Все петли по рисунку. Вот здесь видно, снятые изнаночные петли лежат задней стенкой. Провязываю за заднюю стенку. А провязанная петля уже лежит передней стенкой. Провязываю за переднюю стенку. И так далее. Вяжем все петли по узору. Довязываем этот ряд самостоятельно и встретимся при провязывании изнаночного ряда. Связала, и теперь повторим изнаночный ряд с протянутыми нитями. Всего в раппорте бантиков буду повторять этот ряд 4 раза, то есть бантик будет формироваться из 4 нитей. Количество нитей можно определить на свой вкус. Опять провязала до первой лицевой дорожки, снимаю эту петлю и провязываю 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Ставлю пальчик между спицей и нитью, снимаю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываю следующие 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Расправляю петли, повторяю. Изнаночную снимаю нить перед петлей, 3 лицевые петли и снимаю 5 петель, оставляя нить за петлями. И так далее. По лицевой стороне опять вяжем все петли по узорчику. И так повторяем. Когда образуются 4 полосы протянутых ниточек, в лицевом ряду сформируем бантик. Вяжем самостоятельно. Провязала. Закончила 4-м изнаночным рядом с протяжками.
На лицевой стороне образовалось 4 протянутых нити. И сейчас в лицевом ряду эти ниточки я буду провязывать вместе, образовывая бантик. Вяжем. Довязываем до ниточек бантика. Лицевая петля первой дорожки. Далее 5 изнаночных петель. 1, 2, 3. Ниточку подтягиваю. 4, 5. Вот у нас лицевая петля дорожки. Мы ее провяжем вместе с ниточками бантика. Ввожу спицу под все ниточки. Далее спицу ввожу в петлю. Подхватываю нить, протягиваю через петлю и все 4 ниточки. Провязанную петлю предыдущего ряда сбрасываю с левой спицы. Продолжаем вязать по узорчику. 5 изнаночных петель. 1, 2, 3. Вот такой бантик получается. 4, 5. 1 лицевая петля. И опять 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу правую спицу под протянутые ниточки, затем в лицевую петлю и провязываю, протягивая петельку через ниточки бантика. Провязанную петлю предыдущего ряда сбрасываю с левой спицы, слегка подтягиваю петлю, но не затягиваю. 5 изнаночных петель. Вот такие симпатичные бантики получаются. Довязываем до конца ряда. Связала. После ряда с прибавками у меня провязано 10 рядов. И теперь по изнаночной стороне я выполню очередной ряд с прибавками, добавляя по 2 петли в каждой изнаночной дорожке. Провязала петли планки. И в этот раз прибавочные петли буду добавлять в центральных частях изнаночных дорожек. Провязываю 2 лицевые петли. 1, 2. Поднимаю ниточку протяжки. Провязываю лицевой скрещенной. 1 лицевая петля и провязываю еще одну скрещенную петлю из протяжки. И 2 оставшиеся лицевые петли. Изнаночную снимаю, нить перед петлей, 2 лицевые петли, скрещенная петля из протяжки, одна лицевая и 2 скрещенная петля из протяжки. Две лицевые петли. Центральную петельку бантика также снимаю, не провязывая, как и все петли лицевых дорожек из вытянутых петель. И вновь 2 лицевые, 1 скрещенная из протяжки, 1 лицевая, 2 скрещенная из протяжки, 2 лицевые. Изнаночную снимаю, не провязывая, и так далее. Довязываем до конца ряда. По лицевой стороне провяжем все петли по рисунку. В изнаночных секторах уже будет по 7 изнаночных петель. Вот я завершила ряд с прибавками и связала лицевой ряд по узорчику. И теперь после прибавочного ряда я провяжу 12 рядов по узорчику до следующего ряда с прибавками. После прибавочного ряда вяжу 5-й ряд. Получается 3-й лицевой ряд.
И сейчас я выполню второе отверстие для пуговицы. После первого отверстия на планке у меня провязано 12 вытянутых петель. Именно через такое расстояние я буду делать все последующие отверстия под пуговицы. Вы можете выбрать другую частоту. Главное, чтобы расстояния были ровными. Вяжу петли планки: лицевая, изнаночная. Следующие лицевую и изнаночную разворачиваю влево и провязываю их за задние стенки вместе. Делаю накид и продолжаю. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Кромочная, изнаночной. Разворачиваемся, кромочную снимаю, лицевая, изнаночную снимаю, лицевая, изнаночную снимаю. И накид провязываю лицевой, чтобы образовывалась дырочка. Изнаночную снимаю, лицевая, снимаю и так далее. Продолжаем вязание до ряда с прибавками. Ряды лучше считать или записывать. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот у меня первая прибавка, после которой образовалось 5 петель. Прибавка выполнена в изнаночном ряду. Второй лицевой ряд, третий изнаночный, в нем мы начали формировать бантик. Первая протяжка бантика. Связали лицевой, в изнаночном вторая протяжка бантика и так далее. 10 рядов связали и после изнаночного ряда с четвертой протяжкой провязали лицевой ряд, где выполнили соединение бантика. Далее вторая прибавка, после которой образуются 7 петель, аналогично законспектировала ряды. Ряды считала вместе с прибавочным рядом. Вот в шестом ряду второго сектора прибавок выполнила петлю. Всего провязываю 12 рядов и перехожу к третьей прибавке, после которой в изнаночных секторах будет по 9 петель. В третьем ряду с прибавками начну также формировать очередные бантики, то есть выполню первую протяжку бантика на свободных лицевых дорожках и так далее. Я думаю, этот ряд провяжем вместе, где еще раз уточню некоторые нюансы. Итак, провязала после второй прибавки 12 рядов. И теперь провяжу третий прибавочный ряд. И в этом же ряду начну выполнять узорчик бантиков на вот этих свободных дорожках. То есть бантики по всему полотну кофточки будут расположены в шахматном порядке. И чтобы определить последовательность бантиков и их отдаленность друг от друга, выбираем любое количество вытянутых лицевых петель от первого бантика. Я выбрала 6 петель. Считаю вместе с ключевой петлей бантика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь на соседних дорожках начинаю вязать бантики. Когда бантики свободных дорожек будут связаны, я опять провяжу до образования вот таких 6 вытянутых петель лицевых дорожек и вновь начну узорчик бантиков на противоположных дорожках. И еще раз напомню, что первый ярус бантиков я связала на 5 петлях, а все остальные ярусы бантиков по всему полотну кофточки я буду формировать на 3 петлях. И еще сразу поясню, раз бантики формируются на этих 3 петлях, то прибавки буду делать, отступив по 2 петли от косичек. То есть здесь 2 и здесь 2. Вот таким образом. Провязала петли планки, связала эти 2 петельки. И здесь выполняю первую прибавку. Вяжу 1, 2, 3. До дорожки остается 2 петли. Выполняю вторую прибавку.
Провязываю одну лицевую петлю и выполняю первую протяжку бантика на свободной дорожке. Снимаю 3 петли, оставляя нить за работой. Провязываю лицевую. Делаю прибавку. Расправляю петли бантика. Ниточка лежит ровно, не провисает и не стягивает полотно. Провязываю 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Выполняю вторую прибавку, лицевая скрещенная. 2 лицевые петли. Петлю дорожки снимаю, нить перед петлей. Провязываю 2 лицевые петли. Лицевая скрещенная из протяжки. 3 лицевые петли. Делаю вторую прибавку. 1 лицевая и формирую первую протяжку бантика. Снимаю 1, 2, 3, нить за петлями, провязываю 1 лицевую петельку. Ниточку придерживаю, когда петли расправляем, нить лежит ровно. Продолжаем. Лицевая скрещенная из протяжки. 3 лицевые. Вторая скрещенная из протяжки. В этой дорожке петлю снимаем, бантик здесь уже есть. Выполняем 2 прибавки и в следующей дорожке формируем бантик. Итак, продолжаем. Вяжем самостоятельно. Когда образуются 4 ниточки протяжки, в лицевом ряду объединяем их в бантик. Не забываем также записывать или считать ряды. Вот мы провязали этот ряд и далее по узорчику. До следующей прибавки свяжем уже 14 рядов. Это таблица длин регланных линий в соответствии росту и размеру одежды. Вяжем, выполняя прибавки на необходимую высоту кокетки. Итак, я провязала на необходимую мне длину кокетки. В расправленном виде длина моей кокетки от горловины равна 18,5 сантиметрам. В таблице указана предложенная длина, на размер которой я вяжу 19 сантиметров. Но также нужно учитывать комплекцию того, на кого вы вяжете. Если есть возможность, то лучше примерить. Если вы вяжете по моим параметрам, то есть на такой же рост, но ребенок у вас более плотного телосложения, тогда лучше провязать эту мерку по таблице до 19 сантиметров. Еще нужно учитывать, что по спинке я свяжу небольшой азиатский росток. Это дополнительные ряды, которые сверх того также удлинят кокетку по спинке. И теперь я расскажу вам про свои прибавки. Всего я выполнила 1, 2, 3, 4 прибавочных ряда. Вторую прибавку, как вы помните, выполнила через 10 рядов. Третью через 12 рядов. Четвертую через 14 рядов. И когда я связала 16 рядов после четвертой прибавки, у меня в изнаночных секторах образовалось по 11 петель. Я померила кокетку на дочку и поняла, что мне будет достаточно ширины получившейся кокетки. Вот в этом месте я закончила 16 ряд после четвертой прибавки. Я повесила маркер, чтобы показать вам это место. И от этого места связала еще 7 рядов. То есть после четвертой прибавки у меня провязано 23 ряда.
Вот на кокетке 4-й ряд с прибавками и 23 ряда вязала прямым полотном по узорчику. Петли 4-й прибавки делала, отступив 1 петлю от косички с одной стороны и с другой стороны. Количество прибавок зависит также от толщины пряжи и от индивидуальной плотности вязания. Чем тоньше пряжа, тем больше прибавок нужно делать. И, соответственно, если пряжа толстая, то прибавок понадобится меньше. Но принцип все равно один и тот же. Если вы вяжете на ребенка плотного телосложения или на подростка с начавшейся формироваться грудью, либо на взрослую женщину, то я настоятельно вам рекомендую в этом месте сделать 5-ю прибавку и продолжить делать прибавки с интервалами, о которых говорилось ранее. На моей кофточке будут предусмотрены также подрезы, поэтому выбираю вариант кокетки, плавно лежащий, не широкий. Далее мы разделим кокетку на полочки, рукава и спинку. Свяжем азиатский росток. Наберем петли подрезов, объединив полочки и спинку, и продолжим вязание основного полотна жакетика. Этим мы займемся в следующей части мастер-класса. Благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Для тех, кто хочет поблагодарить меня за понравившийся мастер-класс и помочь в развитии канала, реквизиты вы найдете в описании под видео. Я буду вам очень признательна. Желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!